Доброе утро. Вчерашний день, который куча было мне там неудач, он так просто не закончился. Засыпая, я вдруг понял, что на меня несет за машину. Я вчера поставил палатку на дороге, и, соответственно, был шанс, но очень маленький. Трава не помятая была, я так подумал, что здесь не ездит. И, в общем, в последний момент я проснулся и сместился вправо. Думаю, если задену палатку, хотя бы меня не забьет. Но они вовремя заметили. Свет осветил палатку, тут ярко стало так. На «Жигулях» туда подъехал. И сдали назад. Пронесло. Вот. И больше я не буду становиться, во-первых, в таких людных местах, только как со мной мистерия вот это происходило, волшебство, когда все без плана, у меня все случалось произвольно, это очень четко. Эти планы, вот здесь есть стоянка, давай сюда, не работает. Все, дальше по своему действию. Режим, в котором я наилучшим образом проявляюсь. Это вот моя самоделка, термос, вентилятор, улитка с ноутбука. И, пожалуйста, пауэрбанк. Этот поддув нужен только так, чтобы чуть раскачать, хотя можно и без него. Дальше я убираю вентилятор, буквально первые 3 минуты. И работает она без вентилятора замечательно. Сегодня будет у меня рис с тушенкой свиной. Также добавил овощей сюда. Ну вот, как и говорил, я убрал все моторы, весь поддув. Все работает без поддува замечательно. Это легкая ветрозащита со строительного материала. Оп. Показала себя, разоткрылась, покажу во всей красе. Она очень легкая, буквально весит 6 грамм там, или 10, что-то такое. Конечно, ее хватает на один поход, но 20-дневный поход. Дальше она прогорает. Можно и без нее, но больше будет потери тепла, поэтому лучше чуть-чуть вот так вот его прикрывать. Сам же ветер поджимает ее. Дністрове називається село. Ви з Дністрового? З Дністрового. Оце корову аж звідти пригнали? Та, аж звідти, ми гонимо аж за ліс туди, то ми гонимо туди і назад, то 9 кілометрів. Скільки років вам? 76. Будь ласка, представтеся, як вас звати? Іван. Шмигельський Іван. Шмельський Іван. Ви тут народилися? В 44-му році. Працював у колгоспі, на фермі, їздив весь час, кіньми їздив, все своє життя. Зараз вже ферми нема. Було весело, був молодий, був музикантом, скрипка і ударник, два інструменти. Я ще й зараз можу, але то вже немає, слуху вже немає такого. У нас зараз вже от в селі, що там, вже навіть цимбалістів нема, а то на цимбали у нас багато грало хлопців, бо я сам малого граю. 14 років я вже грати на бубен, потім я вже взяв ударну установку, вже грав на ударній установці, а на скрипці теж сусід мене вчив так самоучку. Нотів не знав так, як і я. Я не міг ще взятися, не міг взятися, він прив'язує пальці мої до своїх пальців і вчить, та я, а тому постепенно я пішов і навчився так. Пішов по весіллях грати, по проводах, по хрестинах. Це 68-й рік був? Так, так. Ого, це плюс скільки метрів? Майже Так, плюс так, 6 може? Страшне було. А за німців була сама більша вода. А найменша, яку ви пам'ятаєте цю річку? Саме менша? Найменша перед торік тають. Ми перегонили худобу вже на ту сторону пасти. Оце майже камінчики було видно. Так, таки майже видно. Бачите, яке коливання, яке дуже сильне у річці цій. Місцями отако місцями було. А зараз вже глибше трохи, ніби, бо вона вже збула, вона була тепер щось велика, бо там дощі падали, а вона підбувала. А слухайте, хочу запитати, от в річку сміття кидають у вас? Та не дуже так кидають. А у яри кидають, на то все йде. Кидають у яри, а коли зліва чи що, з ярів, все Ти можеш йде в річку. Бо я, знаєте, йду від самого витоку, і я бачу таке, що прямо в річку кидають. Вона ж там маленька зовсім. Все, що отак розмовляв з чоловіком, як ви, і каже, люди наче подуріли. Все, що паця здохло в річку, мішок порвався в річку, наче мусоропровід. Я тобі таке скажу, борщі, так само, порося є, риба, зік. Окунь, то все, воно то зік. Воно то да, але ж представте, ось зараз ми купаємось, свиня дохла пливе. Чи то приємно? Да. Це ж би його покрошив там, щоб воно вже на самі поїло, а як воно ціле пливе. Воно не важно. Ми є, як то кажуть, ми є українці. Як родичі навчили. Але ж
Можна за життя перевчитись, таке життя довге. Ну, кай життя прожити, міниво перейти. А представтесь, як вас звати? Василь. Василь. А ви теж тут народились, виросли? Ні. Ні? Ви... Я тут зажать. Ага, ясно. Ще, будь ласка, як ваше ім'я? Василь, Теж Василь. А ви якого року народження? з 50-го. А десь світом мандрували, може по заробітках, і були десь? Ні, я нікуди. Весь час ось тут. Я нікуди. Я був Ви були? Нікуди. в Тюмені, був на Уралі, у Латвії був багато разів. Так, а я не був, бо я тримався одної роботи і весь час так, що я... А не було ніколи цікаво подивитись світ? Що там за селом Та далі? цікаво, ну а як же А цікаво? які зараз, скажіть, в селі, яка робота є молоді? От зараз? Роз'їжджаються по роботах. По Польщі, да? Так, у Польщі. Італія, Венгрія, Так молоді ж не втримають. Вся ж Нема такої уїде. роботи. Ну Америка. хто має ніби ще так, бо у нас є фермери такі, що десь один-два там працює. В цьому краї, біля вас і вище кілометрів 30, дуже популярне те, що багато теплиць. А, Оці покидали шланги, мотори у кожного через 500-100 метрів. так, у нас займаються огородниною, цією помідори, капуста, огірки, буряки, морква, це все у нас садять. Перець. Як так склалося? Дуже гарна земля і сонце, чи беруть тут добре у вас його? І хтось викупає у вас оптом? Чи земля Така гарна? земля. Тобто тут дуже гарні умови, так? Така земля. Це почалося в війну, як була війна, німці там Німці почали в були. Горушові. У нас помідори не знали, що то і помідори. Там ніби аж німці, коли були тут німці, то вони вже почали насіння, якось Найді подали Горушові пісок. насіння і вже відтоді ми узнали, що... Бо у нас так, люди як цей, як хто вже мали насіння, вже було з помідорів, але тако укуси і той, і кени, кажуть, що воно не здали, а тепер все, помідори люблять, і все так, звикли. Ну, То це німці завезли вам, так? так, Культуру або цю? я сам займаюся помідорами. Мій тато і мама якраз весіля женилися за німців, то як йшли від шлюбу, а там у нас касарня була, то касарня польська, але німці прийшли, то вже жили там. То є фотографія, тато з мамою, що німці фотографували, інтересувалися молодою і молодим. Ніби як бо йшли від шлюбу. Знімок зробили, то є в нас, то як музики грали, ну скрипка і цимбали, і бубен, барабан ніби. То прийшли німці вечором на весілля, танцювали і салют били, вгору стріляли, бо так собі за виграшки салют били. Ну взяли, людям шкоди не робили, чи було що не робили? Не робили, абсолютно вони не робили. Зайняли село і все. Зайняли і так з людьми відносилися, все як має бути, але людям нічого ніхто не казав. Так. Вони звикли, як армія, та й Ясно. німецька армія. Ну такого не було, коли в фільмах показують, що вішали, то знаєте, людей невинних. Ні, нічого Ну, такого. не вішати не вішали, але зерно брали. Їжу забирали. Контингент казали, ну то це брали. Контингент Це, брали. це Але таке. що, як сказав на насіння, він вже не рушив, німець вже не брав. Так Було є. поранено, бо каже, я лише на насіння маю. Все. Або сховав десь, він його він не не взяв. шниряв. А як прийшли, то москалі якав, то все, позабирали То все. німець не забирав, а ці забирав. Все Ну, забрали. Ті все забрали. чистили. Шпичками, аби Шукали. від них не годні були І сховати. знайшли А й- зразу в Сибір. Все. Туди. А як ховали люди їжу, як зберігали? Десь у землю копали, так? Як могли. закопували. Як могли. Нагадайте, в якому році за ГЕС вже пішла ця розмова? Десь в 2005-му? Я роки не пам'ятаю, я не можу. Років 5, може більше. Франківська, Чернівецька область і Тернопільська проти цього. Протести йшли, допустим, народ протестує, щоб не будували. Це має бути газ стояти у Рушові. Це вона має бути газ. Мали бути дамби, Мали, 4 то дамби газ і буде. газ. вещі, а дамба вже. Так, Таке дамби. дамби. Я чув, що казав Гройсман, того року гроші вже відділити, вже будувати. Ну, бо, щоб будувати. Протести йдуть.
то, що протести, але вони не будуть, певне, дивитися на ті протести. Якщо вже будуть будувати, то будуть. Я вам скажу, що я пройшов від самого витоку, я ніяких не бачу будівельних робіт. От скільки Ні, я ну, то йшов, їх ще немає. да, ще нічого немає. Ну, це- Не підготовки, це треба нічого. такі гроші вклати, щоб да. Хорошие дядьки. Очень им благодарен, потому что они мне помогли очень легко снести мой каяк на воду. Почему они пасут коров? Вот каждый сам пасет своих коров. Этим гидам по 70 лет, по 70 плюс. Потому что здесь абсолютно нет места для выпаса. Это проблема. Таким образом они объединяются и по трое, по четверо ходят пасут своих коров. Но коров мало в селе держат, но те, кто держит, вот у этих мужиков по 3, по 4 коровы. Вот, молоко принимают на сегодня у них по 4,50 заготовители. Хоть я не их весовой категории по годам. Но мне интересно было с ним пообщаться, честно. И я заметил, что мне интересно общаться с пожилыми людьми, которые прожили жизнь. Потому что можно уловить, о чем они печалятся, эти люди. И можно таким образом заглянуть в будущее. И успеть что-то порешать до. Я думаю, сегодня будет хороший день. В отличие от вчерашнего. Возможно, вчерашний будет как компенсация за все эти шикарные плюшки, которые у меня были до того и будут впереди. На то мы порешим. Шикарные водопады. Не жалею, что подошел сюда. Два водопада возле Звенигорода. Первый – маленький ручей, а это второй. Симпатичный, шумит довольно, объем воды приличный. Складывается впечатление, что Днестр – это какая-то река водопадов. На левом берегу находится урочище Трубчин. Вот такой вот замечательный скальный берег. Их и до этого было уже полно таких берегов, но здесь вот прям все официально. Вообще в каньоне на Днестре очень интересные берега. То левый, то правый поочередно поднимаются и выходят такие вот скалы. Красиво. Вчера, к примеру, с-под одной из такой скалы я набрал родниковой чистой воды. На часах 16:30. Это село Беловцы. Я стою сейчас спиной вперед, по левой стороне Беловцы. И вот виден буквально 100 метров, 50 с воды дом. Хочу купить молока. Может быть огурцов, или яиц, или помидоров. Что-то домашнего, может сало чуть-чуть. У меня сало кусочек маленький. Так, чтобы мне еще 5 дней хватило по реке, и я не покупал ничего с магазина. Хлеба кусок есть там. Хлебцы сушеные есть, я думаю, по хлебу порядок. А молоко я люблю. Мльоко нема, сала нема, огірки є. Так пригостили. Гарні в нас люди і гарні в нас села.
Я не знаю, какую стихию я пропустил, но я рад, что она меня не застала. Вот такую картину я наблюдаю целый день сегодня. Поваленные прям пучками, как будто как веник сломали. Деревья довольно большие, там диаметр я вижу сантиметров 15-20. Как щепки. Там также видно. И на том берегу, где они плотно стоят, поштучно выбиты деревья. Да, дуло здесь знатно. В общем, выяснил я за эту стихию, которая тут наделала. А было это совсем недавно. Сегодня у нас воскресенье. Эта стихия была здесь во вторник, в обед. И я так полагаю, это было в тот день, если помните, когда я в палатке прятался от дождя днем. Вот, и видно, ниже по течению, он хищник, и сороки гоняют хищника. Ниже по течению, видно, здесь стихия набрала мощи, так что хорошо, что я здесь не оказался. Посмотрите, какое дерево, в сантиметров 30 шириной, толщиной вернее, и его завалить, и такие деревья полно. Да, повезло мне. Правильные весла — это весла с лопатой. Сейчас вот на этих скалах по левую сторону наделал замечательных фотографий серой цапли. По левую сторону от меня окопы, и через небольшое расстояние впадает речка Сбруч. Мест под стоянку нет абсолютно. Правый берег крутой, а левый такой болотисто-пологий, как вчера. Мне не хочется по нему грести и брести. Местного жителя повстречал сейчас, с двумя пацанами в лодке сидели. Сказал, что это уже начался отстойник. Ведь так его назовут. Ну, водохранилище, но отстойник по-местному. И течения уже здесь нет абсолютно. Думаю, завтра полностью встану. Знакомая картина на водохранилищах. И теперь все зависит от ветра. Но даже с ним, в поворотах, он может выворачивать навстречу. Поэтому лучше пускай его вообще не будет. Так я хотя бы буду знать, что я иду просто по озеру. Как всегда, накопилась уже общая усталость. Я уже знакомое чувство, вроде как и отдыхал буквально позавчера. Вот, а общая усталость, которая одним днем не восстанавливается, забивается немножко тело. А эта река Сбруч впадает с левой стороны в Днестр. Довольно широкая, сразу вижу два моста там. Один, видимо, автомобильный, дальний, высокий, а ближний пешеходный. Стоянку я так и не нашел. Лишь только вот такое чудо мне на палец село. Кто ты и как тебя зовут? И вот кусочек земли, никем не занятый на правой стороне, но очень наклон земли большой. Да, уклон, конечно, присутствует, камера не передает, но уклон здесь есть. Срач знатный. Странные люди, почистили место, чтобы рыбачить здесь, и тут же срут. Ну, там без варианта, очень тесно. В общем, это единственное место, которое адекватное для стоянки. Может, и дальше еще есть, но я не в курсе. А уходить далеко не хочется от речки Сбруч, потому что в планах немножко зайти в нее, посмотреть, раз она на маршруте у меня. И там, говорят, типа какой-то каньон. По ощущениям я его не чувствую, но может быть он там есть. Все. Вытаскиваю лодку. Гамак. Что-то я стремаюсь. В таком месте гамак, если я грохнусь, то я еще и в воду покачусь. Будь это место ровное. Хотя это же преимущество гамака. Ну, сейчас подумаю, посмотрю. Все, базируюсь. А вот так выглядят ноги. И это еще очень чистые. После каждого выхода на берег. Но я с собой набираю сразу воду речную. Попытаюсь их отмыть. Глина такая скользкая, как мыло.
Зато у меня сегодня будет закат напротив. Наконец-то я его поймаю. Сколько раз шел, вечно высокие стены перекрывали. Сегодня прямо напротив меня. Здесь теплые вещи. Спальник, палатка. Здесь еда. Еды, как видите, стало уже очень мало. Вначале эта сумка была больше, а теперь она меньше. Это стабильно. Такой тихий вечер, я слышу даже собственное дыхание. Это при том, что напротив город. Вдалеке слышно машины, но здесь тишина просто гробовая. Доброе утро. Сегодня уже 18-й день, 18-й день моего путешествия. Я когда называю уже больше 12-го дня, 10-го, уже становится чудно. Но 18 это уже почти 20. И, честно говоря, они пролетели, наверное, так и жизнь проходит. Но суть не в этом. Короче, как устроен интересный человек. Ему не обязательно что-то давать, чтобы он чувствовал себя хорошо и радостно. Достаточно у него что-то отнять, а потом снова вернуть. В итоге ничего не прибавилось, и человек счастлив. Разобрал с утра свою гармошку. Я думал, язычок сломался. Но мне все-таки казалось, что так не бывает, потому что я очень легко играл. Я себя сильно дышал прям. Разобрал, просто он почему-то залип. Он ходит, такой язычок, он ходит в пространстве под пластинку, в таком коридоре узком, скажем. И он что-то цепанулся, застрял, не знаю, может, соринка попала. Разобрал, просто его иголочкой толкнул. Его можно было так толкнуть, но я не видел в эти дырочки, что он залип. А когда пластинки внешние крышки снял, короче... Класс, я с музыкой, ура! Хорошо, с палатки еще не выбирался, уже 9 часов, Какая-то на меня лень всеобщая напала, никуда не спешу, поход превратился в жизнь. Но нужно выбираться, двигаться дальше. Я стою напротив окопа перед Хатыном, и Хатын хочется посмотреть этот замок, фортецю. И по Сбручу хотел пойти вверх немножко, буквально за поворот. В общем, еще много планов на сегодня, поэтому я выбираюсь, ставлю кофе. Что буду готовить, даже не знаю. И нужно сейчас провизию все вытряхнуть, посмотреть, чем я владею на сегодня. Сейчас печку загружаю, вскипячу воды. А так, кстати, я на ночь закрываю лодку. Очень удобно этими резинками, которые держат груз какой-то, что трюм не влазит. Прихватывать посадочное место, очко, так называемое, в юбке, чтобы совсем туда никакая лиса не залезла, никакой зверь, и чтобы дождь не попадал. Все обтекает и уходит за борт. Так само здесь. И еще чем хорошо липучка, если кто-то будет пытаться открыть, ее нельзя открыть, ее слышно. Поэтому сразу палево, что туда зверь или человек полез. Тут на горизонте вижу, появляются 6 или 7 каяков. Неожиданно. Видно местный прокат какой-то. Красиво идут. Сейчас фотографирую их еще. Как шаолини. Итак, что мы имеем? Немного приправы. Хватит, если поймаю рыбу. Ну и так еще каши. Здесь сушеный лимон, апельсин, грейпфрукт. Домашние еще заготовки. Это я бросаю исключительно в черный чай. Здесь у меня, лук, морковка и капуста. Было 162 грамма, это соответственно 1600 грамм сырым. 1,5 кило, уже отъел. Квасоля в томатном соусе. Здесь всяко разного типа кофе, шоколадки, сладости. Имеются 2 хлебца, они уже путешествуют с самого начала. И я их никак не открою, потому что у меня хлеб все время попадается на моем пути. Здесь сушеное мясо на 2 борща. Рис на 1 котелок.
антилоп приготовить еще кошла хватит. Гречка, овсянка, черный чай. Немного на 2 раза заварить. А это в пакетиках. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, короче, 10 штучек осталось. Кофе. Только сегодня начал, но пачка маленькая. Так, макарошки на 1 раз. Здесь что у нас? Ага, свекла, картофель. Это к борщу я беру эту часть и ту часть бросаю, где лук и морковка. Но ту часть, где лук и морковка, капуста, также бросаю в овощи. Это сахар. Это весь сахар. Здесь грамм 200 осталось. Кетчуп. Ну, не очень-то расходится у меня. Мед, хлеб, 1 луковица, 3 огурца огроменных, вот таких кабана, но они вкусные. И сметана. Это все. Ну, печка щепочница так для красоты горит. Мне она нравится тем, что нету костровищ никаких, после меня ни одного следа не остается. Вот здесь вообще замечательно, на камне. Поставил, все было готово. И реально, как у костра сижу. То есть я не чувствую недостатка, что я не жгу костры по вечерам и не провожу время у костра. Это реально настоящий костер. Вот, от него тепло идет. И от металла, и от огня. Подбрасываю. Дров есть мало, а огонь живой есть. Очень удобная штука. И сильно мне сэкономила газ. Потому как мне вот этого баллона на 180 грамм. Вот, увеличенный баллон. Цанговый. Мне хватило его на 18 дней. И здесь еще половина болтается. Даже пускай если меньше, то на месяц хватает такого баллона, при условии, что вот такая печка работает как основная тема. Баллоном я варил даже борщ. Было где-то у меня там вверху. А в основном я подогреваю, кипячу воду на чайный кофе, когда нету времени, возможности разводить, потому что с печкой немножко морока. Нужно растопить ее, потом еще подождать полчаса, пока металл остынет. Газ включил, выключил, все закипело, спрятал. А это нанесло все, я потом понял, это не рыбаки набросали. Уровень поднимается, мусор остается, вода уходит, потому что я такой мусор замечал и выше, и дальше он будет. Так что это проблема, да, это проблема реки. Люди, может, и не все весь мусор бросают, но он скатывается сюда в реку. Так что сегодня у меня стоянка так себе. А вот вид на реку очень даже замечательный. Завесоны у меня какие-то пошли последние дней 5. Капитальные прям. Но я иду по ритмам внутренним. Мне не хочется просто идти по схеме, нужно проходить в день 50 лет. Вот сейчас я не хочу идти быстро. Прям вот, и так вот грубо сказано, как животное живу, да, но по ощущениям. Вот хочет птица сидит, хочет летит, захотела покакала, захотела поймала, кого-то съела. Вот прям вот здесь и сейчас. Без планов, что ага, так, с утра я просыпаюсь, лечу на то дерево, на это. Нет. И в этом есть какая-то доля свободы. От того, что каждый раз, в каждую секунду делается то, что хочется делать в ту секунду. А не проживается старая схема, которую вечером там нарисовал себе, было желание вот столько, а утром проснулся, нет того желания. То ли не выспался, то ли давление не то, в атмосфере в голове. А начинаю действовать по старому плану. Нет. И тогда несчастье происходит. Счастье – это быть здесь и сейчас. И вот если я уже сказал это, то быть здесь и сейчас, по-моему, это вот понимать себя, чувствовать, принимать то, что я ощущаю, и делать. Вот и все. Простая схема. А говорили, течения нету. Ветер попутный. Сейчас бы парус достать, да подставить под него. О, было бы хорошо. Вообще отлично. Ничего не делаю. Вот. Несет меня со скоростью где-то километра 3, наверное. Или 4. Хотя здесь течения действительно нет, но с ветром сегодня повезло. Что ж, Сбруч посмотрим в другой раз. Против ветра неохота идти. Идем вниз к морю. Крепость в хатыне с воды смотрится грандиозно. На фоне этих туч еще хмурых. Просто прекрасно. Не ожидал. Я прям
смотрю и смакую. Серьезно, очень нравится. На самой водой, во-первых. Не развалины какие-то. Вполне себе, пусть даже она восстановлена. Ну что, друзья, я сейчас на фоне замка в Хатыни. Впечатлил меня замок, понравился, очень красивый. Но вот я прохожу мимо него, точнее меня ветром сдувает, и думаю, хочу ли я туда подниматься наверх. И не хочу. Мне отсюда хорошо. Я думаю, он красивый именно с воды. Ну что, джентльмены, поднажать, пока паруса надувает этот ветер, а то ведь будет впереди еще за многие дни разные встречи. Поехали. Сегодня попутный ветер, иногда поднимается такая волна сантиметров 30-40, что начинается на этой байдарке маленькой легкий серф. Хочу застать этот момент, потому что только что было. Я серфил немного. Впервые на Алексе. Большие воды, ее еще не загонял. — 16:40 на часах. По левой стороне село Гринтюк. Я хотел уже мимо идти, но петух так кричал, будто же зазывал меня. А это так, я лодку бросаю, да. Если до и после никого не вижу, что ни людей нету, дорога одна, с берега не подойти. Вот. То почему нет? Весло только забираю. Хочу купить молока, яиц и сала. Ну, де ходять? Давай, трьох, сміло. Так. Ну, иди. Погавкали хватит. Тріс. Отак, гавкали. А тепер лащитесь, да? Ах, ви ж телята маленькі. Телятка ви, телятка. Ух ти. Красавці. Ну иди сюда, иди погладь тебя, иди сюда. Где хозяйка? Где ваша хозяйка? Все, пошел. Все, я пишу. Молодці. Обгавкали, а молока не дали. Ось таке кіно файне в мене виходить тут. Хожу силами, з веслом на плечі, наче коромисло.
більше молока сюди в ведро. І бубу, то коромисло гнеться. Де ж його молока знайти, а? Не знайшов молока яєць, купив морозиво та якогось печення. Оцей добрий пан. А як вас звати, до речі? Валерій. Валерій. Гляньте, що пригощав. І яблука, і топлений жир, що я вже сала шукати не буду. Ще й огірків кинув. Бог ти мій. Які були, такі кинули. Слухайте, ну я вам вдячний. Я лише можна у вас ту бумажечку? Най буде на. Лишу ту бумажечку, да, щоб Най буде. не солити мені. Оце да. Оце гостинні люди. Оце наша земля. Дякую вам. Яблочки домашние. Я их даже не заказывал. Вот мой каячок стоит, все с ним в порядке. Красивая погодка, сегодня облачка такие рисуются в небе. Просто фантастика. Часах 19:20, где-то там наверху село Ковенчино. Принял решение ставиться лагерем, потому что здесь такие широкие берега. Вон до этого берега метров 300. И менять их как-то неприятно. И ветер этот еще давит. Хотя он попутный, но, блин, все равно. Меняется поворот и все меняется. Это очень сильное преимущество печки-щепочницы. Вот даже для костра здесь не собрать ничего абсолютно. Но прибойной волной нанесло разливом, там, не знаю, чем штормом. Вот такой мелочь. И в итоге, немножко погуляв по берегу, вот такая куча дров. Что вполне хватит мне и на сегодня, и на завтра. Это, конечно, класс. А костер развести такой кучей сгорит за 15-20 минут, и вода не закипит. Достаю кухню, готовлю гречку. Решил сделать на 2 раза. На ужин. То, что останется, разогрею на завтрак. Гречку имею в виду. Все, пошел я снимать закат. Если не ошибаюсь, крышка на банке гласит, что это Нутрия. 2016 год. Вот это подогнали. Такого я еще не пробовал. Думал, свиной жир. Надеюсь, я это переварю.